Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске мы с вами познакомимся с еще одной моделью яхтенной верфи Trintella, а именно с Trintella 57A. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что лодка существенно больше эталона. Для эталонного проекта крейсерской яхты длина корпуса лежит в пределах от 36,4 до 45,6 футов. Это обусловлено тем, что лодки меньшего размера не могут обеспечить необходимые для круизера безопасность и комфорт, а с лодками большего размера сложно справиться малому экипажу из 1-2 человек. Нужно отметить, что предоставленная зрителям канала спецификация лодки несколько отличается от стандартной, так как лодка имеет новый современный бульбовидный киль, установленный в 2005 году. Ну что же, давайте посмотрим, что получилось. И перед тем, как мы начнем знакомиться с лодкой, напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Итак, Trintella 57A 1988 года выпуска с современным бульбовидным килем, установленным в 2005 году. Корпус и палуба алюминий, рубка также алюминиевая. Водонепроницаемая носовая и кормовая переборки. Тиковая палуба. На модель Trintella 57A устанавливался двигатель марки Perkins. Дизайнер Вандерштат. Длина корпуса максимальная по палубе 57 футов. Длина корпуса по КВЛ 49 футов. Ширина корпуса максимальная 16 футов. Осадка 7,75 фута. Водоизмещение 55 тысяч фунтов. Площадь парусности 1615 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Trintella 57A значение фактора энерговооруженности равно 17,95. То есть небольшой избыток парусности, но для такой большой лодки он совсем не лишний. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 208,7 означает, что лодка относительно легкая для своей длины. Еще один плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Trintella 57A с бульбовидным килем значение равно 41,21. Это даже лучше, чем у эталона. Уверенный плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. В соответствии с формулой наибольшее значение имеют ширина корпуса и вес. Широкие лодки обеспечивают волнам большее плечо рычага для раскачивания, а чтобы опрокинуть легкую лодку, нужно затратить меньше усилий. Наиболее подверженными риску опрокидывания считаются лодки с широким корпусом из-за их пониженной способности к выпрямлению после переворота и лодки с малым весом из-за их резкой реакции на большие волны, как результат низкого момента инерции. В нашем случае значение равно 1,63. Это отличное значение, и оно также лучше, чем у эталонного круизера. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,4 означает, что в данном случае отдано предпочтение остойчивости веса. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине.
Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Trintella 57A значение равно 3,56. Это значит, что корпус чуть-чуть уже или стройнее, чем у эталона. Плюс к условному драйву. Расчетная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Для эталонного проекта крейсерской яхты лежит в диапазоне от 7,56 до 7,58 узла. В нашем случае скорость корпуса равна 9,38 узла, что значительно выше, чем у идеального круизера, плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Trintella 57A значение равно 1,7. Это говорит о сбалансированности площади парусов и водоизмещения. Значение находится в зоне эталона. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 52 115 517,22 фунта на фут в квадрате значительно превышает значение идеального круизера. Это плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Для Trintella 57A с бульбовидным килем период равен 4,75 секунды. Отличное комфортное значение. Показатель устойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на устойчивость. Лодки со значениями до единицы считаются остойчивыми, более 1,5 единиц валкими. Значение 97 говорит о том, что лодка остойчивая. Значение незначительно отличается от эталона. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. В данном случае значение ускорения бортовой качки равно 0,06 G. Отличное значение. Анализ был бы неполным без сравнения данной модели с бульбовидным килем со стандартной моделью Trintella 57A. Я сделал расчеты для обеих моделей. Как я и ожидал, все показатели практически совпали, за исключением тех, которые зависят от киля. Давайте посмотрим на них. В верхней строке будут данные для стандартной модели Trintella 57A, а в нижней для Trintella 57A с бульбовидным килем. Итак, фактор комфортности. Для стандартной модели значение равно 38,83. Для модели с бульбовидным килем значение равно 41,21. С новым килем фактор комфортности стал лучше. Риск опрокидывания. Для стандартной модели значение равно 1,7. Для модели с бульбовидным килем значение равно 1,63. С новым килем риск опрокидывания уменьшился. Период бортовой качки. Для Trintella 57 стандартная модель значение равно 4,46, а с бульбовидным килем значение равно 4,75. С новым килем период бортовой качки стал комфортнее. Показатель устойчивости. Для стандартной модели значение равно 0,9. С бульбовидным килем значение равно 97. С новым килем показатель устойчивости чуть-чуть сдвинулся в сторону валкости, но все равно остается в зоне устойчивости, и лодка осталась устойчивой. Ускорение бортовой качки. Для стандартной модели значение равно 0,07, а с бульбовидным килем значение равно 0,06. С новым килем ускорение бортовой качки уменьшилось, что, конечно же, хорошо. Таким образом, можно утверждать, что замена киля положительно сказалась на характеристиках лодки.
Итак, подведем итог по Trintella 57А с бульбовидным килем. Лодка имеет хороший баланс парусности и водоизмещения. Не тяжелая для своей длины. Фактор комфортности выше эталона. Риск опрокидывания меньше, чем у эталона. Фактор балласта, как показатель устойчивости, соответствует эталону. Стройность корпуса практически соответствует эталону. Прекрасное значение периода бортовой качки и ускорения бортовой качки. Все на отлично. Прекрасная лодка. Рейтинг по набранным баллам 8,91 и шестое место в таблице рейтинга. Хочу обратить ваше внимание на то, что эта лодка имеет размеры, значительно превосходящие размеры модели идеального круизера Джона Холтропа. И по этой причине она гарантированно не может занять первое место в рейтинге идеального круизера. Но это вовсе не означает, что Trintella 57А чем-то хуже лодок, расположенных в таблице выше. Благодарю зрителя Назар за предложение рассказать о Trintella 57А и предоставленные материалы. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.